Всем привет! Сегодня буду работать с Hyundai акцентом и с приорой. Акцент, он же Solaris 15 или 16 года, как-то я ее полировал, покрывал керамикой. Вот человеку двери повредили. Человек уже подготовился, чтобы я ямку выправил и подполировал. То есть вот видите, все грамотно сделано. Вот, сейчас я немножко доработаю этот момент, то есть я дверь еще вымою. Вот, а то как-то это, на мой взгляд, это как-то маловатый участок, чистенький. В общем, здесь, получается, я выправлял вмятину когда-то. Здесь вот такая вот штучка есть. Здесь очень острая яма была, как стамеской, словно в нее ударили. Краска уже лопнутая была. По этой линии, вот она. В общем, хорошо, что хлопун не ушло. Технологическое отверстие я делал, ставил здесь заглушку. То есть, в принципе, этого достаточно будет. Я эту заглушку сниму, отремонтирую, и надо будет подполировать все это дело. Вот. То есть, план действий пока такой. Так, глядим, что тут за вмятина у нас. Здесь вот такая вот вмятина. Инородную краску я отмыл белого цвета. Получается, сейчас ямку подтяну и буду после этого полировать. Буду работать сверху. Так, сейчас сверху вниз. Крючок вот такой вот. Ну, мне здесь удобно им будет. Вот так вот. Вот до этого момента я выправил. Получается, за счет того, что здесь плотно так поцарапано, я сильно как бы не могу видеть детально, что я сделал. Вот так как бы сейчас вроде бы все ровненько. Поэтому я сейчас заполирую. И уже после посмотрю, где что надо будет доработать. Вот. Короче, по полировке что думаю сделать. Сначала 2000-м обролончиком пройду. Внутри царапин. В глубине вычищу всю грязь, все повреждения, эти как микроцарапины. Вот. После этого слегонца 2000-й наждачкой пройду. С водичкой, естественно. После этого тризаком 3000 выровню. И после этого уже пастами полировать буду. Но постараюсь сделать так, чтобы шагрень сильно не ушла. Но, по крайней мере, в этом месте можно будет еще потом крючком шагрень чуть-чуть подрисовать, чтобы как бы лысого пятна не было. Как бы участок небольшой, можно будет и заморочиться этим. Вот такой материал. Амбролон 2000. У него получается такая структура, он как бы сам как бы делает, видите, как бы царапинки. За счет этого он проникает внутрь, в глубину царапины, и ее вычищает там изнутри. То есть даже когда глубокая царапина, но еще до базы не достала. То есть можно сделать царапины прозрачной, чтобы они как бы типа в глаза не бросались с определенного расстояния. Амбролоном я подзамывал, получается, вдоль царапин, а наждачкой 2000 я наоборот поперек. То есть амбролоном я в эту сторону по линии царапин, а наждачкой в эту, чтобы как бы риску от амбролона выровнять. Сейчас возьму тризак 3000 и все это разровняю. То есть риску от 2000 наждачки разобью. Более мелкую риску, чтобы полировать легче было. Такое пятно я разработал, чтобы каких-то резких перепадов не было. Ну, короче, в общем, чтобы плавнее все это было.
Пасту подготовил. Сейчас 300-кой пройду. Потом 400-кой пройду. Ну и, соответственно, антиголограммой надо будет. Сейчас буду поролоновым кругом средней жесткости полировать. Так, вот сейчас можно видеть, что по царапинам я не доработал. Кое-где местами передавил. Сейчас надо будет осадить и еще подправить чуть-чуть крючками. Так, подправлять закончил. Шагрень осталось, я там буквально в двух местах в диаметре может быть по 3-4 миллиметра. Чуть поднаколол, чтобы шагреньку выровнять. А так, как бы все нормально. Нормуль. Сейчас покажу, какой областью полировал. Ну, то есть, как сказать-то, площадь полировки покажу. Получается, прошел 300-кой и 400-кой. 300-кой я прошелся примерно вот до этого момента. Где-то вот так. А 400-й я примерно еще по 5 сантиметров края захватил, чтобы риск от 300-ки перебить. Теперь надо антиголограмму взять и еще немножко больше контур захватить, чтобы 400-ку, риск от 400-ки перебить и как бы все это сгладить. В качестве антиголограммы 3000-я Минзерна. Так как антиголограммкой прошел, получается, машинка у меня эксцентриковая, это китайская подделка Руписа, короче. Ямки нету, царапин нету, шагрень немножко стала гладше, но она осталась, то есть полностью в ноль. Я ее не сполировал. Голограммы после полировки нету. То есть, как бы все нормально. Вот этот косячок, это, говорю, тут тогда была очень такая острая, там вообще сомнительно было, выправится она, не выправится. Ну, в общем, как-то получилось сделать. Но там краска лопнута была, трудно было попадать именно в те места, которые необходимо выправить. А так, сегодняшняя задача, в принципе, выполнено. Царапин нет, вмятин нет. Ставьте лайки. Продолжаем сегодняшний рабочий день. В общем, приорка белая. Тут хозяин отметил. Ну, хозяин машины отметил. Получается, то, что нужно выправить. На переднем крыле получается такая вмятинка. Плавненькая. В принципе, должно быть удобно ремонтировать. Здесь вот сверху крыла такая тоже плавненькая. И вот здесь вот сейчас лампу сдвину. Вот такая небольшая, но остренькая. В общем, на этом крыле 3 вмятинки. Что получается? Подкрылок здесь открутил болтик, винтик. Подкрылок вытащил сюда, чтобы можно было инструмент засовывать. В общем, здесь, я думаю, с этими двумя, скорее всего, я сработаю американским крючком со сменной насадкой с 2 изгибами. А здесь, скорее всего, так называемый брагим. По-моему, в эти места я им подлазию. В общем, сейчас крючок соберу и покажу конкретно, чем буду делать. Собрал я вот такой
конструкцию. Ну, короче, крючок. Попробовал, прощупал. Получается, им я все сделаю. И вверху, и здесь выше ребра эти две вмятины. Буду использовать насадку без всяких колпачков. Просто же остальную насадку. Должно быть все нормально. В общем, ну что, самое просто, наверное, вот эту сейчас сделать. Сейчас эту сделаю, после той займусь. Ну что, с этой ямкой я справился. По прямой сработал. Особо каких-то проблем не было вообще там. Здесь получается немножко как бы на скручивание работал. Там лонжерон, да, наверное, это лонжерон все-таки. Ну, в общем, не заглядывал я. В него как бы упирался и немножко подкручивал. В общем, выправил. Она получилась, основная форма у нее вот такая получилась. Как бы линия такая продолговатая. Ну, а с этой, с верхней, я так посмотрю сейчас, получается, либо просто подпихивать буду, либо чуть-чуть на скручивание. Сейчас отработаю, расскажу, как сделал. Ну, получается, здесь я как бы его поставил там почти до упора и немножко подкручивал. То есть сильно особо каких-то усилий не надо было прилагать. Там, в принципе, места так для этого крючка было мало. То есть достаточно было каких-то легких подкручиваний, чтобы выправить ее, эту вмятину. Так, переходим к задней двери. Получается, у нас в этом месте вмятина, такая острая, с царапинами. И здесь вот получается вот эту вмятину надо будет выправить. Но я сначала займусь этой, а уже после перейду на ту. Память на телефоне заканчивается, поэтому буду коротко. Вот ямки нету, остались следы только как дверка другой машины сюда ударила. Сработала вот через эти провода. Крючок тот же самый, которым работал и с крылом. Так, с дверкой закончил. В этом месте как бы там узковато, скажем так. В общем, сработал вот таким крючком. Через оконный проем. Подушкой раздвинул, поставил защитный экран. Память на телефоне фиг знает. Скорее всего, скоро закончится. Тут еще крыло надо делать. В общем, так, на всякий случай ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Но если памяти хватит, то еще немного увидимся. Всем спасибо. С крылом здесь вот такая беда. В общем, надо будет, я думаю, клеем сначала продернуть. Здесь, похоже, тоже дверью засандалили, потому что видно царапины вот отсюда. Клей поставил разогревать. Фонарь снял, потому что в любом случае надо будет крючком дорабатывать. Смотрю, вот размышляю. Мои мысли такие. Хочу клеить вот сюда салатовый грибок в край по диагонали. Приподниму, и уже будет видно, скорее всего, вот именно вот эту точку места удара, чтобы подобрать дальнейший какой-то грибок. Потому что сейчас просто сюда что-то тыкать-мыкать, именно типа сюда, ну как-то мне не очень нравится. Мне надо как-то, чтобы поровнее чуть было, чтобы понять, какой формы именно здесь повреждения. И уже после этого нужный грибок подбирать. В общем, ждем, клей нагревается, клею салатовый грибок, дальше больше. Грибок вот вклеил, я пока вклеивал, мне позвонили, тут, короче, клей весь убежать решил у меня. Как у вас вообще настроение? У меня пока нормально, у нас вот 6 числа город на карантин закрывают, въезд и выезд. Пропуски будут, в магазин будем ходить.
по четным, по нечетным числам. Как у вас? Ну вот теперь картина более ясна, что делать дальше. Сейчас здесь осажу то, что я подвыбил. Этот маленький хребетик. И уже можно будет. Но вот здесь тоже, скорее всего, делитель, да, делитель возьму. Делитель вклею и попробую подернуть слегонца. Вот как-то так. Изнутри на приорах не очень ремонт. Кто занимался, знает, кто еще не ремонтировал их, знаете. Здесь очень мало места. Российские производители очень близко стакан под стойку поставили к крылу. Так что вот так. Здесь вот вообще мусорина. Вот такая громадная в краске. Такой грибок вклеил, он треугольный. Там вмятина что-то похоже на треугольник. Но я редко им пользуюсь. Вот сейчас будем смотреть, как он работает. Здесь вот получается еще провал остался. То есть получается вот тут он гораздо шире был. Я сюда вклеился, вот потянул, полоска осталась. Пока здесь ничего трогать не буду. Мне сейчас надо здесь, в общем, в этом месте отработать. Ждем. Как только еще чуть-чуть остынет, поддергиваем. Ситуация, конечно, немного изменилась. Но я как-то не этого ожидал. В общем, сейчас возьму черный делитель и им продерну. Я забыл какой. Черный я сломал. Это прадик стойку управлял. Там сосулина упала. В общем, синий я вклеил. Но это одно и то же, просто цвета разные. Так, ну вот сейчас вот ее как-то получше вытянуло. Саму глубину, конечно, не подняла, но я думаю, сейчас края расправлю. И, соответственно, сама глубина поменьше будет. Ну вот как-то так. В общем, сейчас насаживаю края. То, что выдавило. Ну, их не выдавило, это они, короче, я уже не раз говорил, это когда внутрь проваливается. При подъеме начинает края выдавливать. В общем, вот так. Так, делитель поменьше вклеил. Желтенький. Надеюсь, он мне даст тот эффект, который мне нужен. После этого уже, в любом случае, либо он дает мне этот результат, либо не дает. Буду пробовать крючком туда подбираться. Так, ну вроде бы вытянула ее глубину. Теперь вот надо постараться аккуратно осадить, расправить все. Что-то работал телефон, что с ним снова. Так, расправил, осадил. Что мы имеем? Имеем небольшие вмятины, которые нужно теперь крючком доработать. Так, крючок я уже завел, он будет вот такой длинный, 1,20 м что ли длиной. Кончик его уже примерно здесь, в этом месте. Так, получается, я сейчас крючком отсюда работаю в эту сторону. Получается, сейчас вот здесь вот подправлю, в этом месте, где вот самая большая пик был, яма. И уже после вот здесь буду выправлять. То есть сейчас вот этим участком занимаюсь, двигаюсь отсюда в сторону двери. Все, я крючком добил. Теперь нормально, ямы нету. В общем, все нормально. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот таким крючком дорабатывал заднее крыло.